Что ж, всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка альбомчиков TXT. Это сет альбомов Minnesota 3 Tomorrow. Но сегодня пупырки не так много, потому что основной я уже сняла. Все-таки к 19 годам поумнела слегка. Да, у меня сегодня день рождения. Сегодня 10 августа, когда я снимаю это видео. Сегодня видео не о праздновании дня рождения, а о распаковке. Для начала давайте я вам расскажу о предзаказанных подарках. И к сету мне подарили для начала предзаказанные карточки. Сейчас я их вам покажу. Вот такой вот Йонджуни от Weavers Shop. Задняя часть. Следующим идет, конечно же, Тэхён. Мне вечно попадаются карточки не моих бесов. На самом деле это немного грустно, потому что, в альбомах мне бесы так часто не попадаются. Точнее, Субин мне вообще ни разу не попался в альбоме. У меня есть только несколько предзаказок. И то они у меня есть только потому, что я их самостоятельно выбивала в этот раз. Я была в коллективке одна, поэтому что попалось, то попалось. Потом еще вот такая вот открыточка в виде такого билетика, где все мемберы. Так, что самое удивительное для меня, это магнитики. Кай. Кстати, магнитики идентичны карточкам, поэтому я вдвойне не понимаю, в чем их смысл особый такой. Просто я думаю, вряд ли я это смогу прикрепить на холодильник. Хотя, если у меня когда-нибудь будет свой личный холодильник, я не сдержусь, я уверена. Вот такие вот предзаказанные подарки. Давайте все-таки распакуем альбом. Шоп-контент. Новый ножичек с вот таким вот милой зайкой. Впервые в программе моих распаковок. Я сейчас увидела такую красоту, ладно, попозже. С какой части начнем? Есть такая бежевенькая, оранжевенькая такая и такая серо-голубая, серо-синяя. Давайте начнем по порядку, как она у меня лежала. Почему бы и нет? Тут смотрите, какая-то ленточка. Я уже научена и стараюсь максимально быстро распаковывать, чтобы это видео снова не заняло полчаса, потому что моя болтовня очень часто затягивается. Давайте сначала достанем, что это такое. Это какая-то ленточка. Куда ее можно использовать? Можно повязать ее на ластик. Вот так вот. Ну, в общем, ладно. Сейчас я вам покажу. Это версия Promise. Вот так вот это выглядит. Всякие рисуночки. Звездочка, розочка, крыло, Promise, лиса. О, это прям в их концепции. Теперь давайте посмотрим внешнюю часть. Оно вот так вот переливается. Minnesota 3 Tomorrow by Together. Очень красиво. Не знаю, видно ли это на камере, но очень красиво таким вот радужным переливается. И тут тоже звездочки, крылья, розочка. И это у меня постоянная беда с буквами. Вот это буква Т. Все-таки Т, вот это будет X. Угу. И открываем. И опять же, я надеюсь на карточку Субины или Бангю. Что? О, нас встречает разворотик с надписью Promise. Тут начинается сразу фотобук. Я увидела все вот это вот основное. Давайте сейчас я аккуратненько высыплю. Ну, для начала тут вот эта штучка с QR-кодом. И теперь карточка. Кто же это? Хиненко. Мне определенно очень сильно везет на него. Посмотрите, какой он красивый, в такой белой одежде. Очень красивые волосы у него. Вот такой вот задничек, тоже красивый. Что же тут идет дальше? Наклеечки, вау. У меня наклеечки с Юнджун. Кто-нибудь удивлен, что мне попался Юнджун? Судя по всем моим прошлым распаковкам, Юнджун и Кай, они прям фавориты в моих альбомах. Либо их реально так часто кладут, либо они реально очень часто мне попадаются. Это наклеечки уже как у альбома, наверное, они везде будут одинаковые. Тут получается Minnesota 3 Tomorrow, TXT, вот так, звездочка, роза и крыло. И Serial, Романтик и Promise. Идем дальше, тут открыточка. О, какая красота, смотрите, это Бангю. И тут реально это выглядит как будто бы письмо, прям даже как будто бы марочка. Как будто бы здесь даже можно что-то написать. И очень красивую Бангю.
корона как будто бы немного треснута. Вот, я не знаю, видно или нет. Это трек-лист. Каждый раз меня удивляют трек-листы от TXT. Потому что помните, что было в прошлый раз? Это было вот такой вот плакат. Точнее, 3 плаката в каждой из версий. The Killa, I Belong to You, Quads Alive, Deja Vu. Тут очень-очень красиво буковки написаны. Вот, посмотрите поближе. Очень красиво. Корейское название. Давайте учимся читать по-корейски. Нэлесо Китарильке. Ой, вы видели? Мой уровень корейского становится лучше. И эта песня I'll see you there tomorrow. Так вот это выглядит. Ну, мы все его знаем. Это... Ну, короче, и они, скорее всего, везде одинаковые такие. И теперь сам альбом. Начало, наверное, посмотрим диск. О, какой он красивый. Обычно диски, вот там же, знаете, кружочек посередине, и он обычно весь рисунок убирает. А тут кружочек стилизовали под звездочку. Видите, сделали прозрачным, там, где звездочка, а все остальное непрозрачно. Вау, мне кажется, это очень круто. И каждый раз у них новый вариант. И иногда это бывает очень тяжело. Фотобук. О, тут даже... Вау. Вторая страничка, тут звездочка. И смотрим дальше. Тут вот эта побитая корона, и тут текст. Давайте посмотрим, и я сейчас пока что прочитаю. Even if we part from each other, let's meet there again. That was the promise we made to each other. Back then, you and I shared one dream. In a world was falling into ruins. Sometimes it's difficult and tiring to go on in life without losing my dreams. But as long as I keep that promise to you, I will never give up and keep going. The tomorrow that we will spend together, the future that was already set the moment we made that promise each other. I'm here right now to meet you. Короче, тут про обещание, чтобы мы были вместе, все в этом роде. Ну, в любом случае, вы уже видели перевод. Вау, вау. У Тэхёна очень красивая такая вязаная штучка со звездочками. Милашки. О, Чвайсубин. Эта версия, мне кажется, моя самая любимая. Уже я знаю, что это за фотографии. Вау, красавчик. Янджун. Бамью. На остановке на какой-то. Тэхён. О, Тэхён прям как ангел светится. Это, скорее всего, из-за одежды и освещения, но, блин, очень красиво. Вау, мне кажется, у них появился новый вид прошивки альбомов, который хорошо разворачивается и одновременно не рвется. Маска лисы и Бамью. Маска очень реалистично выглядит. Прям вау. О, и вообще фотография и белый фон. Прикол. Субин, у него бисерное колечко красивое вот. Вау. С короной в руке и... Такое ощущение, как будто у него что-то вот на руке. Янджун. Прошито в цвет самого альбома. Вот видите? Вау. Очень круто. Очень качественно. Бамью такой. Вау, голубые линзы красивые. Принц. А вот Тэхён. И вот это тоже маска у него сзади. Вот тут. Да, у него маска в руке. У него очень прикольная дырочка на коленях. А вот это вот реально ангел, знаете? В действительности принц всех ангелов, ангел из всех принцев. О, это Тэхён снова с короной. Я что-то, кажется, не вытащила. Это, наверное, плакатик. Что же там? О, вау! Я сейчас смотрю, куда бы эту красоту приместить. И у меня, видите, плакатики, и у меня их очень много здесь. Если хотите увидеть полную версию или вот этого вот всего, можете перейти в мой телеграм-канал. Да. Вау, вау, вау. Блин. Только вчера думала, что в тот угол мне нужно еще один такой высокий плакат. Я не могу нарадоваться. Я просто обожаю альбомчики TXT, они все такие интересные. Вот тут вот все-таки оказывается 2 Тэхёна, 2 Бамью и, наверное, 2 Янджуна. Конечно же. Я хорошо предугадываю. Теперь будет 2 Хюнина.
Я мастер предсказаний, как казалось. Ну и, соответственно, два Субина, тут даже угадывать не надо, у него маска лисы. Обожаю фотобуки TXT, потому что всегда есть на что посмотреть. Вау, у него волосы так прикольно назад. Мечтательно так. И вот еще мечтательный Тэхён. Бамгю на какой-то остановке все еще. Фотобуки TXT это очень драгоценно, потому что очень много фотографий, которые мы ранее могли не видеть. И это очень-очень круто, очень интересно. Мне очень нравятся голубые линзы у Бамгю. О, Юнджун. Оформление очень круто. Вот если сравнивать с прошлым альбомом, этот мне нравится намного больше. Вот про что я говорила, у него какие-то блестки на руках. А этот альбом, он как-то более просто, более удобно. Знаете, это просто мечта. Мечтальный человек. Еще двое мечтательных парней. Юнджун и Тэхён. О, и тут все пятеро. Красавчик. Вот действительно, мне очень нравится вот эта новая прошивка, прям очень удобно показывать. Очень хорошо открывается вот эта серединка. Мне кажется, что компаниям нужно присмотреться к подобному, чтобы улучшить производительность, скажем так. Потому что это действительно очень удобно и очень красиво выглядит, когда не нужно вот это вот разламывать. У него яблоко с надписью Find You, типа найду тебя, нашел тебя. Снова у него очень красивые волосы. Сам Субин. Вижу. Вау, у Юнджуна на руке кольцо, как будто бы такое с удлинением. Как мило. Ин лежит на лавочке. Как прикольно. Бамгю. Вау. У меня нет больше эмоций, кроме слов вау. Потому что, блин, они такие офигенные. 10 тысяч фотографий в одном альбоме. Я уже слышала про анонс нового альбома. Что-то говорили, хотя у них тур, у них много дел. О, Субин и Тэхён. Но что-то я слышала. Я надеюсь, что это будет не в ближайшее время, потому что это сложно бывает. И снова фотография, как было в самом начале, с какой-то надписью, но как будто бы не на английском. И реально фотобук как будто бы бесконечный. А таких еще два. И снова тоже яблоко с той же надписью. О, маска лисы. Реально очень круто сделано. Действительно по-настоящему. О, и тут снова письмо. В этот раз у Субин не очень длинное. Могу по-быстренькому перевести, что знаю. Это «Аньон Моа», это «Привет, Моа». И перевод будет, как обычно, в конце. Конечно же. Старательно перевожу все для вас. Привет, Моа, и вопросительный знак от Юнджуна. И Юнджунио, это Юнджуни. И камсамнида в конце. Спасибо. Бамгю. Аньосио, Бамгю мнеда. Здравствуйте, это Бамгю. И Сараньео Моа. Люблю вас, Моа. Тэхёна. Очень такое, знаете, как будто бы официальное письмо. Хюнини. О, мне очень нравится то, что Хюинкай всегда начинает письмо почти одинаково. Аньохасео, Tomorrow by Together, Хюинкай мнеда. Здравствуйте, это Хюинкай из Tomorrow by Together. Мне очень нравится, как это выглядит, и это так в его стиле, так по-миленькому, можно сказать. Хотя вроде как по-официальному. О, и кредиты. Короче, вот такие вот дела. О, даже Connect with Tomorrow by Together и все их ссылочки на социальные сети. И заканчивается все вот такое вот. Ну и, соответственно, диск. Все, с одним альбомом мы разобрались. Теперь мы идем дальше и открываем буковку X. Романтик-версия. Романтик-версия, значит, там должно быть что-то романтичное. И я надеюсь, что там карточка с Субином все-таки. Пожалуйста, просто у меня такое ощущение, как будто всем подряд попадаются карточки с Субином, кроме меня. Это вообще, по-моему, что-то невозможное. Я считаю, что это несправедливо. По-моему, хайп специально, как знает, какой из альбомов достанется именно мне, чтобы не положить туда карточку Субины. Давайте снова вот эта ленточка. Она точно такая же, только другого цвета и с надписью «Романтик». Открываем и видим то же самое, «Романтик». И сейчас поищем карточку. Вот тут. Весь вот этот красивый наборчик. Ой, я увидела красивого Бамгю.
Опять же, вот эта вот карточка с QR. И кто же это? Кто же? Тэхён с розой. Ну, действительно романтика. Тэхён. И снова не мой вес. Если все еще будет Юнджун, я считаю, что это беспредел. Задник такой же. Красивый Тэхён. Знаете, я не против остальных мемберов, но, блин, это такая странная закономерность, что мне попадается вечно не Сувин. Ну, хотя бы наклеечки с Сувином. До этого мне попадалась открытка с Сувином. В каком-то из альбомов. Сейчас наклеечки. Вы на том спасибо. Но каждый раз я жалуюсь на то, что не Сувин, и вдруг, опа, какая-нибудь мелочь с Сувином. Снова такие же наклейки, как были до этого, и открыточка. Снова открыточка с Бангю. Ну, блин, я не могу. Это открыточки с Бангю. У меня, по-моему, больше всего открыток именно с ним. Тоже красивая печать в этот раз. С розочкой. И точно такой же, только с оранжевым текстом, трек-лист. Вот так и вот так. В принципе, они идентичны все. В этот раз плакатики меньше, чем в прошлый раз, потому что, посмотрите, вот этот плакат, который, видите, гигантский, он был в альбоме, там, где Good Bug and Bad. Видимо, все версии альбомов с вот такими огромными плакатами. Потом, вон те плакаты, они такие поскромнее немножечко. Sugar Rush Ride. А вот эти, они прям вообще маленькие-маленькие. Ну, не прям сильно, но чуть больше, наверное, чем А4. Вау, принцы. Прям вот это вот, в этот раз реально принцы без корон, но принцы мне очень нравятся такого рода наряды. Красивые рубашечки и корсеты. Им очень идет. Мне кажется, TXT вообще все что угодно пойдет. Диск. Вау. И тут снова тот же прикол, когда сделали прозрачным для рисунка. Ну, вот это кружочки. Очень красиво. Мне кажется, это вообще мой любимый диск. Из всех, что у меня есть, красивая роза такая. Мне очень нравится то, что они взяли, получается, как вдохновение у «Маленького принца». И вообще, «Маленький принц» — это моя любимая книга из всех, что только может быть. И мне очень нравится вот это. То, что их концепция как-то соединилась немножечко с «Маленьким принцем». И это очень круто. О, и тут вот такая вот маленькая розочка. Текст идентичен, поэтому снова я его читать не буду. И тут вот такая дверь. Вау. И все начинается как фотография, похожая на плакатную. О, Чхэ Субин с черной розой. Вот снова тут такая прикольная прошивочка. Прям под цвет самого альбома. И Янджун с такой беленькой и такой слегка фиолетово-розовой розой. А Бангю без розы просто смотрит на нас. Вот представьте, что ты 1,90 м. Тэхён и много-много розочек. Очень ему идет корсет. О, я сначала не поняла, как он так к потолку прилип. А на самом деле фотография выглядит вот так. И снова вот эти развороты. Как помним, как я в прошлых альбомах вот это вот крутила в прошлый раз. О, и тут тоже роза такая бежевенькая. Субин. В этом альбоме он какой-то немного иначе, очаровательный. Как будто бы, не знаю, в него вселилось что-то очень такое харизматичное. У Бангю такая красновато-белая роза. Снова Субин с черной розой сидит. Ну, хоть не вот так. Мне очень нравятся их макияжи такие. Немного красноватые и блестящие. Ой, и снова развороты. Как называется профессия как людей, которые это делают? Вот я правда это говорила, что я видела раньше. Немного такой размазанный Бангю. Как называются люди, которые придумывают всю вот эту расстановочку? Мне кажется, у Хайба они немножечко шалят, когда переворачивают фотографии. О, какая красивая роза. И лепестки. Роза такая бордовая. Смотрите на него. Идеал. Вау, реально. Принц ждет свою принцессу. Или все остальные стоят и ждут, пока Хью не соберется. Какое-то стекло или что-то такое очень круто выглядит. Очень круто выглядит. Как же это называется? Типа клумбы? Прозрачненькая такая, где цветочки растут. Это он стоит или это он лежит? Я уже не знаю. Наверное, все-таки лежит возле вот этой клумбы. Красавчики стоят и смотрят. Стараюсь немного ускоряться, потому что не хочется же видео в час. О, там сзади сердечко. И вот сейчас тут ощущение, как будто бы у Тэхёна с фиолетовым оттенком волос. Хотя это вряд ли. Хини. Но я не могу. Прям
принц. У Субина страданий из-за розы, как будто бы. Из-за того, что она завяла. Может быть такое? О, это потайная съемка. Ой, тут тоже, наверное, это освещение такое, что кажется, как будто бы волосы с фиолетовым оттенком. Вот тут, наверное, очень хорошо видно про то, что про оттенок, который я говорю. Но вот эта фотография прям очень-очень харизматична. Давит взглядом. Роза. У него как будто бы даже с синеватым оттенком волос кажется. Он так стену пальчиком. Так. Иногда смотришь фотобуки TXT и такая, вот, все уже, скоро конец, можно будет распаковывать следующее. И ты понимаешь, что там еще не скоро. Красота. Я считаю, что это очень хайпово, очень круто. Мне очень нравится тот факт, что я снимаю эту распаковку именно на день рождения. Можно сказать, распаковываю подарочки вместе с вами. О, розочки. Прикольно. Как будто бы подвядшие все. Теперь я понимаю, почему это романтик-версия и почему розочка у романтик-версии. Потому что это все очень взаимосвязано, я думаю. Красивый такой кадр с растениями. И еще роза. И снова письма. О, мне нравится, что у Бамью там сердечко в конце написано, нарисовано. И оно каждый раз разного цвета немножечко. За счет того, что альбом меняется. Кредиты и тексты. И все. С романтикой версией мы наконец-то закончили. И теперь версия Эзериал. Я уже даже не буду ничего говорить, потому что я почему-то уверена, что мне в этот раз попадется карточка Йонджуна. И снова красивая ленточка такого фиолетово-серо-голубого цвета. Смотрим. Снова вот так. Крыло. Ой, тут гитара и вся та же история, скажем так. Гитара с крылом. Вау. Так, давайте сейчас сначала найдем вот эту вот всю коллекшн. Кто же? Не может быть. Вы тоже это видите? Это очевидно подарок на день рождения. Я очень сильно благодарна. Спасибо всем, кто болел за меня, за то, что у меня все-таки когда-нибудь будет Субин. Мы сделали это. Но я не могу. Самая драгоценная карточка в моей жизни, потому что она впервые попалась мне в альбоме. Смотрим дальше. Наклеечки. Тэхён. Я рада, что мне ни одни наклеечки не повторились. Те же самые наклеечки с вот этим. И кто же? Хюнин. Блин, было бы прикольно, если был бы третий раз Бамгю. Печать с крылышком. У нее такие прикольные обвязочки. И снова трек-лист, только уже вот в таком синем виде. Мне очень нравится, как они делают трек-листы. И плакат. Вау! Мне этот плакат напоминает чем-то вот этот. Красиво. Диск. Круто. Красота. Это же наши хип-хоп рокеры. Я не знаю, просто за счет того, что у них инструменты, они вроде как рок. А с другой стороны, они одеты больше как хип-хоп. Возможно, это я просто не особо разбираюсь. Очень крутая гитара. Вау. Я бы такого Бамгю поставила себе на аватарку. У него расписаны шорты, как будто бы автограф. Это даже Tomorrow Promise написано сзади. Надпись на вот этом... Что это? Вагончик? Вот тут вот. We made a promise when we were very young. Isn't the reason I have to live. Мы, короче, пообещали, когда были еще очень молоды. Была ли это причиной жить? Что-то такое. Вау. Снова разворот. Но Кай ангел, это очевидно было. И Тэхён тоже ангел. Короче, у нас группа ангелов. Вау, этот галстук. Эта версия очень-очень крутая у Бамгю. Прям ему так идет такой стиль. О, и Субин тоже ангел. Очень прикольно, у него еще кольца на губах. О, еще один
с кольцами на губах и жует медиатор. Вкусно вам? Медиатор тоже необычный, со звездочкой. О, и еще один. Ну, конечно, 3 лучше, чем 2. Но хоть и Юнджун с Каем решили, что это не их способ. Какой-то трос у Субина. Юнджун бежит. И вот в конце такой харизма. Хикоптая. И снова он жует медиатор, но такой, блин, харизматичный. Ну как можно его не любить? Хюнин решил повторить за старшими и тоже пожевать медиатор. Но, собственно, что ему мешало? Ничего. Ждем теперь фотографию с Юнджуном. Вау. Ну я не могу. Я удивляюсь, как они из концепта принцев смогли очень хорошо переквалифицироваться вот в такое. Я считаю, что они вообще гении. Так подходить под любую концепцию могут, очевидно, не все. Ну серьезно, каждый раз действительно восхищаюсь, как эти люди когда-то танцевали с рогами на голове. Потом у них было множество различных концепций. Ну, как у них одна концепция, но множество вариаций исполнения, скажем так. О, тут уже другой медиатор Тэхёна. О, еще и ноготь накрашен красивенько. Ну, короче, и каждый раз TXT как будто бы были созданы для каждого из них. Я в шоке, я не знаю, то ли у них с ними очень хорошо работает став по этому поводу, либо они сами по себе такие харизматичные и подходящие подо все. Очень круто у него колечко на губе. Я промолчу про вот эти фотографии. Это, конечно, не откровенно, но в случае с Юнджуном это очень горячо. Субин решил полежать возле машины. Перышки летают. Тут уже еще одна гитара, там где 2 крыльев. Вот эта фотография мне очень нравится. Ну реально, вот на аватарку хоть ставь. Прям фотографируй с фотобука и ставь на аватарку. Но я не буду этого делать. Интересно, на этой гитаре реально можно играть или нет? О, и снова Субин решил перекусить. В буквальном смысле. О, колечко. Вот тут 2 колечка теперь с одной стороны. Я все еще не могу отойти от того, что все-таки мне попалась карточка Субина. Это вообще что-то невозможное, я считаю. Ну, можно сказать, он меня так заочно поздравил с днем рождения. О, номера у машины тоже. Tomorrow. Будет ли у них следующий альбом с названием Together? Вау. Вау, это мне кое-что очень сильно напоминает. Я не могу вспомнить, что. Какой-то клип, возможно. О, очень круто. И это все еще не конец. Еще один вид гитары уже с другим крылом. Очень прикольно они это придумали так. Ни разу не реклама Баленсиаги. О, помните, я говорила, что мы ждем Юнджуна, который перекусывает медиатор? Так вот, он все-таки здесь есть. Не зря я об этом думала. Красавчики. Это уже почти конец. И общая фотография, где наши мальчики бегут от машины, видимо. И снова письма. Вау. Мне очень нравится макияж у Бангю, очень красивый такой, темный, ему прям очень идет. Мне это напоминает про дебютного Бангю, когда он носил все черное. Очень-очень ему подходит такой вид. Хотя, что ему не подходит, как и всем остальным мемберам. Crazy ты и... Мне очень нравится надпись Hitman Bang. Вот такие пироги. Сейчас давайте я вам еще раз покажу. По возрастанию. Хюнин, Тэхён, Субин. Красота. Я считаю, что это прекрасно, это замечательно. Особенно за счет того, что у меня карточка Субина. Впервые альбомная карточка Субина у меня из реально альбома без каких-то докупов. Я считаю, что это победа. Да. Давайте сейчас я покажу еще раз внешние виды альбомчиков. Да, вот такая красота. И все это отправляется ко мне на полочку, ко всем остальным моим альбомчикам TXT. Думаю, что настало время прощаться. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео.
Напишите комментарий, что вы думаете об этих альбомах. Также вы можете подписаться на мой канал, если вы хотите видеть другие мои распаковки. Вы можете также подписываться на мои другие социальные сети. И думаю, что на этом пора прощаться. Я думаю, что настало время сказать